Всем привет, друзья! У микрофона Игроматор. С недавнего времени я вел переписку с Нильсом, разработчиком игры. Основной целью моей переписки было получить информацию о будущем Flashing Lights. Благодаря первому русскоязычному сообществу у меня накопилось достаточно материала для создания данного видеоролика. Сегодня я готов поделиться ответами на некоторые вопросы. А для того, чтобы видео получилось более интересным, я пригласил одного своего хорошего друга исполнить роль разработчика игры. Получилось что-то вроде интервью. Отдельная благодарность Энди за то, что согласился принять участие в данном мероприятии. Собственно, начнем, пожалуй. Привет, Нильс! Наше фанатское сообщество растет так же, как и ваша игра. В социальной сети уже более 200 подписчиков, и мы подготовили ряд некоторых вопросов касательно будущего игры. Привет, это круто, много участников. Я с радостью отвечу на интересующие вас вопросы. Я помню, ты говорил, что над игрой работаешь в одиночку, но используешь контент от сторонних разработчиков на бирже 3D-контента. Сегодня ты работаешь один, либо есть помощники? Я работаю один, изменилось только то, что я переехал в офис, а не работаю дома. Будет ли возможность играть за гражданских, преступников или потерпевших? Скорее всего, да, и только в мультиплеере. Работать это будет в качестве опции, которая задается хостом. Хотелось бы увидеть миссии в мультиплеере, где будут задействованы несколько служб. Кооперативные миссии планируются, но позже. Будут ли крупные операции, например, террористические атаки или стихийные бедствия? Террористические атаки, думаю, нет, но некоторые миссии, связанные с погодными условиями, могут быть добавлены позже. Хотелось бы увидеть в игре опцию или команду, позволяющую сделать рестарт трафика. Он иногда работает некорректно. К сожалению, такой команды нет. Приходится перезапускать многопользовательскую сессию, либо хост должен покинуть и присоединиться снова. Хостом станет кто-то другой, но пока это не лучший вариант, так как он может вызвать ошибки с вызовами. Когда будет поддержка мастерской Steam? Пока не могу назвать какие-либо даты, которых нет в общедоступной дорожной карте. Мы еще не уверены, будет это Steam или что-то другое. Сейчас в мультиплеерной сессии могут находиться не более 10 игроков. Будет ли расширение слотов для онлайна в будущем? Да, но только после того, как оптимизация игры станет лучше. Будет ли возможность создавать выделенные сервера на отдельном серверном оборудовании? В настоящее время нет планов на это. Добавьте больше активных ситуаций для каждой службы. Сейчас на всех активна только одна миссия. Это планируется так же, как и совместные миссии. Ожидайте обновления диспетчерской системы. Как насчет роль диспетчера? Было много запросов, но мы пока не уверены. Будет ли в игре голосовой чат, либо заранее записанные команды, маркеры для взаимодействия игроков в онлайне? Мы рассматриваем подходящий момент, чтобы добавить это в игру. Добавьте медицинскую сумку в полицейскую машину. В реальной жизни офицеры полиции также могут оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. В данный момент лечение при помощи медицинской сумки реализовано только у врачей, так как эта служба сейчас имеет меньше инструментов для игры. Возможно, в будущем можно будет добавить применение медицинской сумки как полиции, так и пожарной охраны. Планируется ли полицейский участок для шерифов? Да, что-то вроде того. Хотелось бы, чтобы огонь смог распространяться. Это бы усложнило миссии с пожарами. Распространение огня будет исследовано и, возможно, добавлено. Будет ли новый геймплей за другие службы, например, за отряд быстрого реагирования? Будут ли миссии по разминированию или тушению химических пожаров? Пока я не могу ничего сказать точно, но в связи с очень востребованной задумкой эти нововведения будут рассматриваться чуть позже. Игра с каждым обновлением становится все больше. Для одного человека это огромная работа. Планируется ли расширение штата разработчиков в будущем? Возможно, будет студия, которая поможет с 3D-моделями. Я также оказываю стороннюю помощь, когда это необходимо и когда это возможно. В пожарное депо сегодня можно зайти. Когда дальнейшее обновление здания? Пока не назову точной даты, но интерьеры будут обновлены позже. В здание полицейского участка и скорой помощи также можно будет зайти, верно? Да, здания всех экстренных служб будут с интерьерами. Когда будут обновления анимаций? Надевание наручников, вход-выход в транспортное средство и так далее. Анимации в конечном итоге будут обновлены. Это произойдет только после того, как разработка будет конкретно сосредоточена на этой теме.
В игре появилась ночная смена. Возможно ли то, что смена дня и ночи будет меняться динамически? Да, в будущем смена дня и ночи будет динамической, но в настоящее время опция предназначена для тестов и базового фундамента для этой системы. Когда мы увидим больше разнообразия среди гражданских машин, людей и других персонажей? Есть кое-какие задумки, касающиеся некоторых настроек. Реализуйте для NPC возможность перезаряжать свое оружие. Будет добавлено. Обновление арсенала и бронежилеты в планах на этот год? Бронежилеты в планах, но я не могу подтвердить какие-либо даты, пока мы не выпустим дорожную карту. Будет ли в игре реализована разная погода? Дождь, туман или ветер? Изменения погоды будут в игре. Планируется ли расширение автопарка экстренных служб? Появятся ли в игре катеры или вертолеты? Пока не уверен, но посмотрим. Когда будет больше миссий с дорожно-транспортными происшествиями? В конечном итоге для всех служб будет добавлено намного больше миссий. Пока миссии добавляются по мере добавления новых инструментов для игры, чтобы игроки смогли их использовать. Планируются ли автобусы или грузовая техника в трафике? Да, думаю, они будут появляться на загородном шоссе. Появятся ли миссии с суицидниками? Человек пытается спрыгнуть с моста или здания. Не уверен в этом. В игре мы снимаем котов с дерева. Планируются ли еще миссии с животными? Возможно, но не могу подтвердить какие-либо подробности. Появятся ли в игре кинологические подразделения? Рассмотрим это на более позднем этапе, когда будет проделана большая часть работы над основной игрой. На этом все. Оставляйте свои комментарии под этим видео и не забывайте оценивать. А если у вас возникли интересные вопросы по игре, то обязательно пишите. До встречи, друзья!